Она почувствовала вкус крови еще до того, как увидела ее. Металл и пыль заполнили рот, когда грубая рука вдавила ее лицо в землю. Сзади прозвучал смех, знакомый, жестокий. 3 года в подвале научили Софи одно — молчание безопаснее мольбы. Но в ту ночь все изменилось. Сапоги Джейка загрохотали по лестнице, в одной руке бутылка, в другой ремень. «Все еще думаешь, что сможешь уйти?» — прошипел он. Софи не ответила. Ее взгляд упал на ржавые ножницы у ящика. Когда он приблизился, она двинулась. Один вздох, потом тишина. Огонь вспыхнул от упавшего фонаря, и дом взревел пламенем. Софи вырвалась наружу, босиком, в дыму, в боли. Пустыня встретила ее ледяным ветром. Она шла, пока не осталась лишь тень, кровь засохла на руках, а луна казалась чужой. На рассвете она увидела силуэт, хижина среди песков. Перед дверью стоял мужчина с седыми висками. Его звали Лиам Коул. Полжизни он скрывался от своего прошлого и не ждал гостей. «Не подходите, пожалуйста», — прошептала она, падая на колени. Он опустил винтовку. «Я не причиню вам вреда, мэм». Позже, когда она сидела у двери дрожа, он принес одеяло. «От холода», — сказал тихо. «Спасибо», — прошептала она. Они долго молчали. Потом Софи заговорила. «Я убила его, моего мужа. Он держал меня в подвале 3 года, я забыла, кто я. Лиам мне сказал, что все в порядке. Он просто слушал. Вы сделали то, что должны были», — произнес наконец. Ее глаза наполнились слезами. Но покой длился недолго. В ту ночь Лиам заметил на горизонте пыль, 3 всадников. Когда они подъехали, один крикнул: «Коул, мы знаем, что она там». Лиам вышел к ним. «Вы, парни, проехали долгий путь ради лжи», — сказал спокойно. «Девка убила мужа. Мы исполняем закон». «Я видел закон», — ответил он. «Справедливости в нем мало». 3 выстрела раскололи ночь. Когда тишина вернулась, только ветер шевелил песок. Софи стояла в дверях, бледная, дрожащая. «Вы убили их?» «Да. Старые привычки не умирают быстро». Она посмотрела на него. «Почему вы помогаете мне?» «Потому что кто-то должен был». С тех пор хижина больше не была одинокой. Софи пекла хлеб, Лиам варил кофе, и между ними жила тишина, не страшная, а мирная. Он повесил над своей винтовкой деревянный крест и больше не прикасался к оружию. Она привязала у его кровати пучок лаванда. «Для прощения», — сказала, — «для нас обоих». Люди из близлежащих городков шептались о тихом ранчо, где жили женщина с мягкими глазами и старый ковбой, что больше не носил пистолет. Говорили, что те, кто останавливался там, уходили с теплом в груди, как будто вторые шансы все-таки существуют. Иногда, глядя на горизонт, Софи спрашивала: «Мы перестали бежать, Лиам?» Он отвечал: «Думаю, да, наконец-то». И ветер, шептавший сквозь песок, звучал как мир.